Добрый день! Сегодня я решил познакомить вас с осциллятором Колпица. Википедия сообщает нам, что генератор Колпица, емкостная трехточка, названный в честь его изобретателя Эдвина Колпица, является одной из множества схем электронных генераторов, использующих комбинацию индуктивности L с емкостью C для определения частоты. Также называется LC-генератором. Одной из ключевых особенностей генераторов этого вида является их простота. Нужна только одна индуктивность без отводов. Сначала давайте посмотрим на схему генератора Колпица по схеме с общим коллектором. Для возникновения колебаний в схеме с усилительным элементом необходимо охватить усилитель положительной обратной связью. В схемах с LC-контуром резонансная частота контура определяет частоту колебаний. Так как схема с общим коллектором обладает усилением по напряжению меньше единицы, то емкостная трехточка трансформирует низкое усиление по напряжению за счет резонанса контура, создавая в таком случае передаточный коэффициент усилительного элемента больше единицы на частоте резонанса контура. В этой схеме фаза сигнала не сдвигается. Положительная обратная связь поступает в контур с емкостного делителя C1, C2. Перестройка частоты генератора достигается путем включения конденсатора параллельной индуктивности L1. Недостаток в этом случае в том, что оба вывода конденсатора не заземлены. От резисторов R1, R2 зависит граничная частота генератора. И я не согласен с некоторыми людьми, утверждающими неважность номиналов этих резисторов. При номиналах 2,7 кОм на данном транзисторе мы получаем генерацию на частоте 177-187 МГц. А при номиналах 10 кОм, при неизменных номиналах компонентов, генерации уже нет. А граничная частота упала до 80 МГц. Применить такой генератор в ГПД очень сложно из-за указанного недостатка. Если взглянуть внимательно на эту схему по постоянному и переменному току, то можно увидеть в ней абсолютно эквивалентную схему, более пригодную для практического применения, которую некоторые называют схемой Клаппа, хотя это не совсем так. В схеме Клаппа применяется последовательный контур вместо параллельного. Чтобы не быть голословным, вот схема осциллятора Колпица на полевом транзисторе. Итак, что произойдет, если мы вместо резистора R1 поставим перемычку? В нашей схеме роль перемычки играет ключ S1. Как видим, схема не только продолжает работать, но и сигнал стал идеально синусоидальным. Но это же классическая емкостная трехточка. Поэтому сейчас давайте посмотрим на классическую схему емкостной трехточки на биполярном транзисторе. Расчет делаем в онлайн-калькуляторе. Ссылка на онлайн-калькулятор будет в описании данного видео. Вот классическая практическая схема емкостной трехточки, обладающая возможностью перестройки за счет заземленного края контура. Устанавливаем номиналы, рассчитанные в калькуляторе, и включаем схему. И убеждаемся в правильности расчета на частоте в 1 МГц. Забегая вперед, у меня не совпали расчетные данные на частоте 400 МГц. Реальная частота оказалась ниже. Но схема осталась работоспособной вплоть до 866 МГц. Еще осциллятор Колпица есть в варианте с общей базой. Вот эта схема. Расчет на частоту 1 МГц тоже показал хорошее совпадение. Как мы видим на коллекторе, амплитуда выходного сигнала равна 29 вольтам.
но выходное сопротивление на коллекторе высокое, поэтому снимать сигнал я не советовал бы с коллектора, а посоветовал бы снимать сигнал с эмиттера. И амплитуда, и форма сигнала на эмиттере достаточно для любого применения. Это позволит не снижать добротность контура нагрузкой и минимизирует негативное воздействие нагрузки на осциллятор. Еще каскад с общей базой самый высокочастотный. Давайте посмотрим на его граничные параметры. Максимальная частота у меня получилась порядка 950 МГц. Осциллятор Колпица есть и в варианте с общим эмиттером. Я не видел, чтобы его применяли, но вот его схема. Тот же 1 МГц с указанными на схеме параметрами. Применение в схеме имкостной трехточки полевых транзисторов повышает стабильность генерируемых частот и более легкое получение чистой синусоиды, чем в схеме с биполярным транзистором. Вот схема с полевым транзистором на частоте 1 МГц. Для тех, кто досмотрел это видео до этого момента, скажу еще одну вещь. Граничные параметры в реальном железе наверняка будут другими. А причина в том, что на очень высоких частотах имеют место паразитные емкости и паразитные индуктивности. Поэтому все будет очень зависеть от монтажа схемы. А на сегодня у меня все. По-прежнему от вас жду лайки и подписки на мой канал. Кому не нравится видео, кроме дизлайка, неплохо бы прокомментировать мой промах. Вам всего доброго, до свидания.